Привет, дорогие друзья! Сегодня на нашем канале будет обзор по ремонту карандаша компании Apple. И если вы видите сейчас этот видеоролик, то проект удался, и мы смогли сделать это. Компания Apple, как и многие другие компании, делает такие товары, которые уже невозможны либо для ремонта, либо для апгрейда, и это очень печально. Конечно, политика складывается таким образом, что люди должны покупать новые модели, новые товары, а старые как бы уходят в небытие. И это очень плохо, поэтому мы с вами попробуем отремонтировать этот карандаш. Хотя это будет очень сложно. Поехали! Итак, вот наш карандаш. Карандаш приобретался на Авито за 1000 рублей. Комплект, как вы видите, полный, со всеми бумажками. Но минус нашего карандаша за эту цену — это то, что у него дохлый аккумулятор. Для начала нам с вами понадобится паяльник. Паяльником мы будем распаивать старый корпус. Как-то не печально, но ничего страшного, мы напечатаем новый корпус на 3D принтере. Вместо линейки мы можем использовать канцелярский ножик. Четко по линии плавим карандаш с одной стороны и с другой стороны. Линия оплавки нашего карандаша будет перпендикулярна лопаточке зарядки. С этой картинкой у нас будет линия, мы можем ее смело чертить, а с другой же стороны здесь у нас открытое место, где у нас находится антенна, поэтому где-то 30 миллиметров мы до колпачка должны не доходить. Здесь очень аккуратно нужно работать, дабы не задеть паяльником нашу антенну. Таким образом мы с вами добрались до железного корпуса нашего карандаша. Под этим корпусом все работает, кроме аккумулятора, поэтому никакие другие части мы трогать не будем, ни антенну, ни перо и так далее. Наша задача сейчас пропилить корпус таким образом, чтобы вытащить старый аккумулятор и поменять его на новый, не повредив шлейф. Еще неизвестно, где найти этот аккумулятор. Где пилить болгаркой, нам подскажут небольшие отверстия, которые есть на корпусе. Отступив буквально 1,5 мм в сторону центра, можно смело пилить. А какая-то сторона нам подскажет вот этот вот винтик и рисунок на лопаточке. Далее наша с вами задача распилить корпус, как показано на 3D модели. Распилив корпус, мы с вами также распиливаем корпус старого аккумулятора и аккуратно достаем содержимое, стараясь не повредить хвостики, потому что эти хвостики нам пригодятся для того, чтобы потом подпаивать контакты. На этой картинке вы можете увидеть, где у нас есть плюс и где минус. Далее нам остается только подпаять наш новый аккумулятор. Друзья, хочу вас поздравить с тем, что нам с вами удалось все-таки реанимировать этот карандаш. Батарейку я взял из электронной сигареты. Валялся у меня такой девайс. Не буду рекламировать. Сигареты — это зло, будь то электронные или не электронные. В общем, я бросил курить, вам тоже курить не советую. Значит, карандаш наш теперь работает. Работает он замечательно. Батарейка держит шикарно, точнее аккумулятор. Карандаш функционирует великолепно, как собственно он и должен работать. Вот, ничем
по техническим характеристикам не отличаясь от нового карандаша. Да? Вот мы можем с вами посмотреть, он рисует. Ура! Все работает, все супер. Но есть небольшой нюанс. Нюанс такой, что внешний вид, конечно, немножечко не очень нас радует. Поэтому мы с вами переходим ко второй части нашего видео. Здесь мы с вами будем моделировать. К этому заданию мы с вами отнесемся очень ответственно и творчески. Перед тем, как начать моделировать, мы с вами, естественно, возьмем штангенциркуль и измерим наш карандашик. Моделировать мы с вами будем в программе Fusion 360. Для начала мы с вами сделаем форму, на которую будем уже наращивать основной корпус. А эту форму мы с вами непосредственно сделаем по тем размерам карандаша, который у нас получился. В качестве орнамента мы с вами будем использовать картину под названием «Сын человеческий» бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магрита. Заходим на сайт 3DP Rocks. И загружаем фотографию нашей картины. Далее нам просто остается скачать STL файл. Итак, дорогие друзья, с гордостью хочу сказать, что проект получился очень достойным. После того, как корпус напечатался, орнамент я покрыл лаком. В колпачок я добавил переходник для зарядки. Это очень удобно, нам не нужно снимать колпачок старый, одевать переходник и так далее. Из-за этого что-то может потеряться, к сожалению. Колпачок держится хорошо, там внутри у нас магниты, он никуда не убежит. В свою очередь хочу сказать, что я большой поклонник компании Apple. В принципе, у меня вся техника этой фирмы. И я очень доволен, что я подарил новую жизнь этому карандашу. Он еще послужит, я думаю, не один год. Всем большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.